Жители Белгорода эвакуируют. В России начался коммунальный коллапс, а ВСУ провели успешную спецоперацию. Обо всем этом и не только расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Рейд в логово оккупантов. ГУР Украины провело спецоперацию в Белгородской области. Кадыров предложил США дать военнопленных в обмен на снятие санкций с его родственников и лошадей. Я воевал, я буду воевать против руководства Америки, западноевропейских стран до тех пор, пока они не будут менять свою позицию против отношений против нашего государства. На севере Германии повредили трубы для импорта сжиженного газа вместо российского. Доброе утро, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное – доносить людям правду. Перейдем к новостям. На прошедшей неделе наземные бои в Украине по-прежнему характеризовались либо статической линией фронта, либо локальным продвижением россиян. Как сообщает Минобороны Великобритании в Твиттер, на севере, в районе Купянска, группа войск РФ проводит масштабную, но безрезультатную наступательную операцию. В то же время на севере Донецкой области ВСУ сохранили стабильную линию фронта, несмотря на атаки россиян в районе Бахмута. В то же время РФ удалось закрепить успехи, достигнутые вокруг Марьинки, где они продвинулись к западной окраине, после 9 лет боев в этом районе. Также, по данным британцев, продолжаются активные бои за Авдеевку. Пророссийский телеграм-канал заявляет, что якобы российским силам удалось чуть-чуть продвинуться по направлению на населенный пункт Бердычи. Вот он здесь отмечен за железкой. Но пока мы подтверждение этому тоже не отмечали. В целом, несмотря на попытки атак от промзоны Авдеевки на частный ее сектор, напомню, что в конце прошлого года промзона Авдеевки была захвачена, дальше продвигаться у российских сил не удается. Не получается именно зайти прям полноценно в частный сектор. Вот как они последний месяц в декабре оставались в захваченной промзоне, так там и остаются. Продвигаться у них не удается. То же самое касается и по направлению на Авдеевский Коксахим. Около него боевые действия идут, но продвижений особых нет. Рейд в логово оккупантов. ГУР Украины провело спецоперацию в Белгородской области. ГУР сообщает, что реализовала комплекс специальных действий по защите украинцев, живущих вблизи границы с Россией. Согласно полученным разведданным, на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области высшее руководство оккупационной армии РФ запланировало проверку из-за недовольства и жалобы тамошнего личного состава плохими условиями службы. Перед приездом ревизоров россияне начали проводить активные инженерные работы. Бойцы ГУР провели операцию, чтобы нанести врагу потери и ухудшить его моральное состояние. Бойцы заминировали единственную дорогу, по которой передвигались российские военные на указанном участке, а также атаковали взводный опорный пункт из стрелкового оружия и минометов. Бойцам ГУР удалось нанести потери врагу. Количество ликвидированных и раненых оккупантов до сих пор уточняется. Ведомство публикует видео рейда. Губернатор Белгородской области анонсировал возможность эвакуации для всех желающих. Такое заявление Вячеслав Гладков сделал в своем телеграм-канале. Вижу несколько обращений в социальных сетях, где некоторые семьи пишут: нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место. Все, что от нас зависит, мы постараемся сделать. Напомню, что мы это делали всегда, и по ситуациям, когда у нас были связаны шебекинские события, принимали решения и вывозили тех, кто принимал решение для себя переезда в безопасное место. Для эвакуации из Белгорода нужно всего лишь оставить заявку в администрации области. Перевозить горожан планируют в Старый Оскол или Губкин. Обстрелы Белгорода продолжаются с 30 декабря. Тогда в ходе крупнейшего ракетного удара погибли 25 человек. Больше сотни были ранены. Известно на данный момент 25 погибших, из них 5 – это дети. Вот такой в итоге итог. Я вообще лично думаю, что на самом деле с течением времени ситуация в этом плане будет становиться тяжелее для обеих сторон. Потому что война затягивается, это сильно влияет на эмоциональное состояние и военных, и командующих. И поэтому иногда такой, как бы это цинично ни звучало,
срыв эмоций, он, наверное, будет происходить, когда будут, в том числе, закрывать на такие вещи глаза и допускать их. К сожалению, скорее всего, на мой личный взгляд, это будет только чаще повторяться, в том числе и в этом году. Ранее сообщалось, что администрация Белгорода посоветовала жителям оклеить окна скотчем для защиты от взрывов. Вернуть отопление и наказать виновных. С таким лозунгом жители подмосковного Подольска вышли на центральную площадь. В квартирах протестующих нет света, воды и тепла. В некоторых даже лопнули трубы. Температура на улице минус 20, а в домах не более 10 градусов. Местные власти организовали для замерзающих пункты обогрева в городском доме культуры. Среди собравшихся на площади женщины с детьми и пенсионеры. К протестующим сразу же приехала полиция. Люди вышли подписать петицию. Вон милиция уже приехала, не дают ничего делать. Вон, приехали. Быстренько прислал. Ты бы лучше нам так быстрее отопление дал бы, как вот ментов прислал. Причиной аварии называют прорыв теплотрассы у патронного завода. Он специализируется на выпуске боеприпасов для стрелкового оружия. Из-за этого жители остались без горячей воды и отопления. По данным ШОТ, отопление отключилось накануне днем в 173 жилых домах, в которых проживает около 20 тысяч человек. Кадыров предложил США отдать военнопленных в обмен на снятие санкций с его родственников и лошадей. Список пленных он передал бывшему разведчику армии США Скотту Риттеру, посетившему Грозный, передают РИА Новости. Я воевал, я буду воевать против руководства Америки, западноевропейских стран до тех пор, пока они не будут менять свою позицию против отношений против нашего государства и против мусульман всего мира. И поэтому против меня ведите все что хотите. Ну, семью, мать не трогайте. Если им важна жизнь этих людей, если они хотят объединить семьи, если они вот такие хорошие патриоты, пусть поменяют на санкции своих солдат. Последние санкции против семьи Кадыровых были введены в декабре 2022 года. Евросоюз ввел ограничения, в частности, против Айшат Кадыровой и еще одной дочери главы Чечни, Карины. Скотт Риттер известен своими антиукраинскими взглядами. Он один из иностранных так называемых экспертов, на которых активно опирается российская пропаганда. Пожалуйста, снимите эти абсурдные и ни на что не влияющие санкции против несовершеннолетних родственников Рамзана Кадырова, которые вообще не имеют к политике никакого отношения. И отмените эти смешные санкции, объявленные против его лошадей, ведь они ни в чем не виноваты и никак не влияют на безопасность США. Однако не всех россиян санкции пугают как Кадырова. Например, олигарх Дерипаска приобрел новый самолет за 36 миллионов долларов. Его купили в обход санкций через Казахстан. Речь идет о самолете Falcon 7X 2016 года выпуска. Согласно закрытым данным российской таможни, джет ввезли в Россию в феврале 2023 года. Его приобрела компания «Арсенал», связанная с олигархом. 11 сентября 2023 года борт прилетел во Владивосток, а вечером следующего дня покинул столицу Приморья. В эти дни там проходил Восточный экономический форум, на котором присутствовал миллиардер. После регистрации в России бизнес-джет получил бортовой номер РА-09618. Некоторые его рейсы совпадают с передвижениями Олега Дерипаски. На севере Германии повредили трубы для импорта сжиженного газа вместо российского. Из-за войны в Украине и взрыва Северного потока Германия прекратила закупать газ из России. Вместо этого ФРГ намерена нарастить импорт природного газа через морские терминалы. Сейчас на севере страны строят 55-километровый газопровод. Однако осенью неизвестные совершили диверсию, проделав в трубах 3 дыры. В ноябре строители сообщили об этом в полицию. Федеральная прокуратура проводит расследование. Неизвестно, повлияла ли диверсия на ход строительства, но оно отстает от графика. ФРГ намерена нарастить импорт сжиженного природного газа через морские терминалы на севере страны. Их уже создали в Вильгельмсхафене, Любмине и Брунсбютеле. СПГ поставляют туда со всего мира на морских танкерах в жидком виде, затем регазифицируют и направляют потребителям по газопроводам.
Maria, che stanno aspettando un secondo. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке. А также подписываться на нас и в других социальных сетях. Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.